push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Contents under pressure. Contents under pressure. Друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня я буду собирать бюджетный игровой ПК на сокете AM4. Это не клиентская сборка, а обычная сборка на продажу. Такие сборки, как правило, я делаю между заказами клиентов. На момент монтажа видео данный ПК уже продан. По традиции начинаем видео с осмотра корпуса. Для этой сборки я выбрал корпус от компании Lian Li. Все панели этого корпуса быстросъемные. В том числе и переднее стекло, но на тот момент я об этом еще не знал. Очень понравилась перфорация на боковой стенке корпуса. Не совсем понятно, для чего нужен пыльный фильтр в верхней панели корпуса. Это будет мешать отводу тепла, и там будет скапливаться пыль. Очень оригинальное и практичное решение в виде пластикового кейса для хранения крепежных элементов корпуса. За это определенно лайк. В роли материнской платы была выбрана недорогая плата от компании MSI на сокете AM4 с чипсетом A520. Процессор от AMD Ryzen 5600. Дешево и сердито. SSD-накопитель фирмы Epos объемом 1 терабайт поставляется с завода уже с приклеенным радиатором охлаждения. Невысокая цена и 5 лет гарантии. Оперативная память той же фирмы, что и SSD-накопитель, на ней также приклеены радиаторы охлаждения, как и на SSD, но уже с двух сторон. Заранее снимаю вентилятор, чтобы удобнее было устанавливать на материнскую плату, в будущем этот вентилятор будет заменен на другой. Далее мы снимаем стандартное крепление кулера и заменяем его на новое. Друзья, если вам нравится мой контент, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, это очень сильно помогает в развитии моего канала. Купил один обычный вентилятор на выдув, который будет сзади, и 3 реверсивных на вдув, они будут стоять на боковой стенке. Данный вентилятор имеет дисплей, на котором отображается число оборотов в минуту. Если вы подключите вентилятор напрямую в материнскую плату, то дисплей покажет 0 оборотов. Чтобы такого не случилось, его нужно подключать в RGB-контроллер. Возможно, подойдет и обычный контроллер, но такого у меня под рукой не оказалось. Также на вентиляторе есть тумблер, отвечающий за переключение положения цифр на дисплее. А вот и сам ARGB-контроллер, который я упоминал.
Не забывайте, что вентиляторы нужно выбирать исходя из того места, куда они будут установлены. В этом конкретном случае требуются реверсивные вентиляторы. А иначе получится, как в прошлом видео, когда я собирал чужой проект, и там сборщик подобрал обычные вентиляторы. А может даже и не подбирал, возможно, он предложил выбрать клиенту. Разумеется, клиент не может знать таких тонкостей. На этом этапе я понял, что переднее стекло тоже быстросъемное. Двигал пустой корпус, схватившись за стекло, а оно отстегнулось от корпуса. Нервная система такого прикола не оценила. В качестве блока питания был выбран блок от компании GameMax на 800 Вт. Как заверяет производитель, блок имеет сертификацию 80 плюс бронз. Зеленая кнопка с задней стороны блока питания переключает подсветку. Использую такие переходники, когда видеокарта имеет большую толщину. Видеокарта 3070 Ti от компании Polit. Купил в хорошем состоянии на Авито. Данная видеокарта по мощности как 5060 Ti, но стоит в половину дешевле. Если у вас есть идеи для игровых сборок, вы можете поделиться ими в комментариях. Мне и моим зрителям будет интересно почитать про разные варианты сборки. Как вам такая сборка? Поделитесь своим мнением в комментариях. Большое спасибо за то, что смотрите видео до конца и ставите лайки. Не прощаюсь с вами, скоро увидимся.